Салам алейкум. Благодарю тебя, Мухаммед, за время, которое ты нам уделяешь. Расскажи, пожалуйста, о себе. Алейкум салам. На самом деле очень приятно от того, что так решили, чтобы нужно снять. Я репатриант абхазец из Сирии. Мои предки там оказались в связи с Кавказской войной в 19 веке, когда их заставили покинуть родину. Тогда с другой стороны приняла предков Османская империя. Можно сказать, что 80% абхазское и черкесское, кавказское население было выслано и в Османской империи. Огромное количество людей покинули свою родину. Многие из них даже не добрались до той стороны. Тех людей, которых болели, многих из них в море кидали тогда, которых просто может человек не болел ничем, просто от того, что он кашлял или что-то с ним не так, он побледнел, их кидали в море. И из этого огромное количество людей, можно сказать, 50%, даже 60% не добралось до того берега. И такая беда, они все пришли с османской стороны, когда их приняли, конечно, их на берегу оставили, то есть в города их не пускали, как карантин, потому что такие слухи были, что они болеют, чума и так далее. Я думаю, многих считали последние из ушедших, что там тогда произошло, как они этих морские склады, когда открыли, например, это факт, это не просто какой-то роман, которого написал великого писателя Баграт Шынкуба. Самое главное тогда, что произошло, я коротко постараюсь это все рассказать. С османской стороны они решили не зря просто привезти этих горцев и там их, не знаю, в Османской империи давать землю, чтобы они жили, чтобы аулов себе построили, нет. Они максимально как-то пытались их использовать, как, например, все молодые ребята, которых здоровых такие были, их всех собрали на службу и отправили на Западный фронт, тогда то, что был Османская империя, это в балканских стран. Раскидывали их тоже в разных местах в Турцию, Сирию, Иорданию и Палестину. А в Иорданию, например, они их заселили именно где железная дорога, чтобы они сохранили эту дорогу. А в Палестину, ближе к Иерусалиму тогда, и северного шасси из Палестины. Есть там голландская высота, это прямо на границу между Палестиной и Сирией. А со стороны Сирии и заселили тоже туда огромное количество махаджиров. И именно в тех местах их заселили, потому что там очень много бадуинов живут, которых не подчинили тогда Османской империи, их было сложно очень контролировать. И в том числе и дурзов тоже. Это арабская нация, есть такая, дурзы их называют. И спустя лет даже 10 не дошло, как заселили туда. Я за предки говорю, именно которых жили в Сирии на голландской высоте. Произошло такое, что война началась между кавказцами и дурзами. И она продолжалась около 4 года. Многие потери было с оба стороны. Но в конце концов как-то Османская империя уже задействовала и прекращала этой войне. Зато этих дурзи стали подчинены османской власти. Такая беда. И даже на самом деле именно в Сирии, где абазы жили, это абхазцы, абазины, в их аул именно, Мумсия его звали. Там чума оказалась, многие тоже умерли, и они были вынуждены опять-таки оставить свой аул и жить с адыгами, с чеченцами и так далее. Большинство с адыгами, как сказать, они наши и так далее, так смешивались с ними больше ни с кем. Абхазы, адыги, поэтому мы все там себя считаем черкесы, никогда, не знаю, не говорили, кто абхазец, кто адык, кто шапсу, кто, не знаю, кабардинец, кто абазин, мы все едины, никогда такого
у нас не было, что я абхазец, ты адык и так далее, даже в том числе чеченцы. В моем вот детстве, например, вот, вся вот моя воспитание, вот, акцент был установлен больше на обычаи, вот, на капс, аламс, апсвара и так далее. Поэтому вот, нам рассказывали все вот старшие, а про их старшие, вот, я знаю даже, откуда мы родом, вот, с Абхазии, вот, имена мои предки, которые вышли из Кланарху, вот, с Гудаута, и вся вот их жизнь, их имена и так далее, и все. И вот акцент был установлен больше за наше, на наше воспитание, это абхазское, кавказское и так далее. Поэтому нам рассказывали о много чего. Вот, например, вот, как там оказались, они также продолжали жить в кавказском виде и в кавказском обычае, и даже вот общество, вот также она и продолжалась. Например, был как совет стариков, где они собрались, обсуждали, решали. На самом деле это они только, вот, которые принимали решения, которые решали всех случаев, которые произошли там. То есть совет старейшин принимал окончательное решение во всех вопросах важных? Да, это... Можно я сразу задам вопрос? Какое отношение было к совету старейшин? На самом деле, вот, они, вот, знаете, вот я скажу вот, вам так, не был ни один случай, который произошел, и они про нем не знали и не решали. И даже вот власть, не то что вот в Сирии или в Иордании, вот везде, где бы они ни находились, вот к ним обратился, и по них даже они и нуждались. Потому что они знают вот у кавказцев, вот этих стариков, которые сидят, если с ними вот что-то обсудить или решат, то есть они слово дают за вся это огромное количество людей, которые там живут, то есть за всех наши вот, диаспоры или, скажем, за всех махаджиров. Вот, например, и даже они связь между собой держались, например, кавказцы, которые живут в Сирии, вместе с кавказцами, которые живут в Турции и в Иордании, вот у них связи до сих пор есть, как они там оказались, связь держали. Например, когда вот этот случай произошел, война с дурзами, вот тогда приехали кавказцы из Турции, даже из Иордании в Сирию, чтобы помогать кавказцы, которые живут в Сирии. Они связь держали, даже вот как в мирные времена, вот так приезжали друг к другу, собирались. Но это был, как вам сказать, как протокол, каждый год также они собирались тогда. Ну, конечно, это не продолжалось так хорошо, к сожалению, потому что вот, это было до времени, скажем, до поколения моего отца, моей дядки. А вот в моем время, вот я помню, пока вот еще мы сюда не вернулись, это совсем по-другому уже стало. И даже по словам моим старшим, вот рассказывали так, какая, как вам сказать, разница стала между прошлого и данным время. Вот, например, раньше, когда вот старики собрались в хаса или, скажем, в общину, или, ну, где они обычно собираются, чтобы вот не было вот у каждого, вот, скажем, какой-то идеологии, или, скажем, какой-то политической позиции, или, скажем, он левый, правый, я не знаю, вот те же разных видов политики и так далее, и принципов. Они это все оставили за общину и зашли туда как кавказцы. Там, то есть, они не продвигали никакие другие интересы, которые не имеют отношения к кавказским. То есть, скажи, ты имеешь в виду, что когда собирались кавказцы вместе, все свои политические взгляды или же какое-то определенное религиозное течение, да, или же еще какие-то моменты они оставляли за столом. А что они оставляли тогда внутри общества, в которое входили? Только вот нашу вот чистую кавказскую, которая на нее не влияет ни, скажем так, ни турецкая разные виды политики, и ни сирийская, и ни иорданская, и ни религия, скажем, ни мусульманская, ни христианская, абсолютно ничего. Ты имеешь в виду Апсура, Дагахаб, Нохчела, Галгайздел, Ахдал? Вот именно, да. Вот это горская наша? Только такого, вот только в таком виде они зашли туда, и на самом деле
Туда это куда? Ну вот, когда где они собираются, да, когда они на сидят встрече горцев. на встрече, да. Тогда у меня следующий вопрос. Вот, какое было положение кавказцев в Сирии в тот период, когда они так делали? Ну вот я вот этапно все расскажу, как они в первое время, как они там оказались. Многие из них стали вот офицерами в османской армии, потому что вот знаете, у горцев это не все же войны, и вот поэтому они как-то себя нашли там в армии османской. И вот после того, как совпала Османская империя, в Сирию, например, оказались англичане и французы. Там многих тоже вот известных офицеров и лидеров тоже вот кавказских, они стали тоже офицеры французской армии. С ухода французские оккупанты из Сирии, они вот создали сирийскую армию, и первый спецназ в Сирии это был 3 черкесских батальонов, ну, кавказских батальонов, которые они со времени Османской империи, их предки были офицерами и воины, они воспитали тоже своим детей в таком путем. И потом французская армия, и вот когда французы были изгнаны из Сирии, они сформировали сирийскую армию из того, что когда они создали первый сирийский спецназ. И они были эти кавказцы, их батальон звали Джавад Анзор. Это известный лидер, который, когда была революция вот в Сирии, когда началась, когда вот сами вот арабы хотели выгнать французы из Сирии, хоть и он служил в французской армии, но когда эта революция началась, он свой батальон тоже поддержал вот сирийская революция. Ну, вот, и не то, что в Сирию, даже и в Иордании, и в Турцию, они все вот по военному шли, и многие известных генералов, и даже вот иорданский королем, его все охранники, они кавказцы, в черкесской одежде стоят. Как они там оказались со времени махаджирства в 19 веке до сегодняшний день, они занимаются этим этим должностях. И очень много известных генералов на сегодняшний день есть, и были тоже, и в том числе маршаневцы, агырбовцы, и из других тоже вот фамилии, и черкесы тоже много, и чеченцы тоже, и в парламенте. Ну, они больше, власть сам в Сирии, в Иордании, в Турции и всех этих стран не нуждаются, то есть нуждались этим горцами, чтобы укреплять свою, скажем так, власть, позиции, систему. Даже вот это все так изменилось, в том, что вот раньше вот они нуждались по этим горцах. Власть нуждалась в горцах. И вот это очень тоже, так можно сказать, нужно подчеркнуть этот момент, что, например, в Сирию османская армия, потом французская, потом сирийская, может для зрителей это станет как-то непонятно, почему они как-то, как власть меняется в эту страну, сразу приходит к власти и так далее. Потому что вот мы, как малая нация, которая там находится, для нас был интерес один, чтобы мы сохранились, чтобы мы остались. Поэтому вот можно было увидеть один кавказец, который на стороне, скажем так, французской армии, который он там является офицером и служит, а с другой стороны можно увидеть другой кавказец, который на стороне сирийской революции, который помогает сирийцам, чтобы освободить свою страну от французов и так далее. Но вот этот офицер и тот, который на стороне революции, они были соседи тоже, и они в общину вместе сидели и общались. Они вот везде, где бы они ни находились, они находились там, чтобы найти не свои личные выгоды, а нет, выгоды свою нацию и своих братьев и так далее. Общекавказскую. Да, поэтому вот как там уже вот сами вот кавказцы, с данного времени, скажем так, последние 10-20 лет, когда они уже начали как-то ближе к властям себя вот как-то, я знаю это как сказать,
У них изменилось поведение? Да, ну да, поведение изменилось. У Вот раньше, например, как я сказал, вот сами вот власти вот нуждались по них, а на сегодняшний день они сами стали нуждаться в этим власти. То есть раньше власть нуждалась в горцах, а сегодня положение их худшее. Да, они в униженном, можно сказать, положении, они во власти нуждаются. Ну, хуже стало скажем так, это из-за нас вот такое положение стало, потому что как-то каждый раньше, вот как я сказал, вот когда кто-то из кавказцев был при должностях, он как-то не свои выгоды лишние искал, он как-то общие, не то что выгоды, но интересы продвигал и помогал своими. А вот в последнее время они как-то начали лишь бы, чтобы добиваться побольше, лишь бы, чтобы, не знаю, выше погонов получить и так далее. Когда они начали свои личные интересы продвигать, получается, что они уже сами нуждаются, стали по власти. И к чему это привело? Сильно она повлияла, потому что общество сейчас кавказское на сегодняшний день в диаспора, она очень раскиданная стала. И их, раньше они как-то постоянно собирались, и это было стабильно и так далее. А на сегодняшний день они собираются только в случае, скажем, определенных праздников. Как-то нету такого, чтобы, есть оно, не так, как раньше, чтобы они так друг другу поддерживали, чтобы помогли и так далее. То есть ты хочешь сказать, когда они стали преследовать свои личные интересы, они ослабли? Конечно, очень сильно. А что с ними произошло в Сирии? Как к ним относилось местное общество к диаспоре и как потом, что произошло? Они с уважением относились, потому что, как вам сказать, такая красивая картина предки наши нарисовали и добивали, потом их потомки этого держали, у нас там спасает, единственное, что у нас осталось, что мы как-то наши личные, или скажем, как-то мы не скрыто, мы не смешиваемся там с местным населением, и в их глазах мы так представились с древнего времени до сегодняшнего дня, как люди, которые имеют свой принцип, которые имеют свои традиции, обычаи, которые поддерживают друг друга, которые помогают друг другу. Это так мы выглядим, потому что мы их не пускаем. То есть даже очень редко был такое, чтобы кто-то женился на них или кто-то замужем. На местных, да? На сирийцев, на арабов. Наши внутренние эти все моменты, как-то до них это недоступно. Но я думаю, если станет доступно, можно сказать, что это весь огромный авторитет, который все наши предки добили, этот слегка можно потерять, потому что я сам связь держу с своими родственниками, там очень мало осталось, они все возвращались, кто сюда в Абхазию, кто в Нальчик, кто в Адигею и так далее. Но все-таки остались там родственники, друзья и так далее. И с каждого года хуже и хуже там обстановка останется. Это не связано с войной или, скажем, что-то такое. Нет, само общество стало такая... они свое отошли, потому что так сильно, скажем, от кавказского. Там что-то осталось, например, определенные обычаи, язык, скажем, танец и так далее. Суть этой кавказскую и жить по кавказскому, они от него, не можно сказать, сильно отошли, но так отошли. Многие из них занимали посты в Сирии, генералы, полковники, другие политические деятели. Если бывало так, что совершал какой-то проступок черкес, в данном случае черкес-кавказец, становился перед сложным выбором, что делал этот генерал? Простить нельзя, но сам наказывал или что там? Знаете, я расскажу одну короткую историю про Царство Небесное Валид Маршани. Это известный генерал, там был два черкесских районов. Там район был такой. Дома, люди в нем живут, а они скот чуть подальше держали. Там участков огромных, они огромные такие заборов делали, и там свои скоты держали. Произошла такая ситуация, что какие-то местные арабы, которые живут в Бадуине, решили отнять огромная территория с этих огородов и на себя оформить. Пришли так, общались просто люди, а те проявили сильную агрессию и даже угрожали.
А эти черкесы решили обратиться, прежде чем принять какой-либо поступок, обратиться к Валиду Маршани, ему в курс поставить, что за ситуация. И вот Валид их принял и услышал, и потом он удивился, он говорит: пойдите, свою землю защищайте, не давайте им ничего вот, не отобрать, не забрать, пусть будет, что бы они ни делали, вы не сдавайтесь, и в конце концов, и потом после этого ко мне обращайтесь. Вы еще ни решения не приняли, не защищали свое и решили ко мне пройти. Да, вот понимаю то, что собираетесь в курс поставить. Ну, я к чему говорю, что он им сказал тогда, что, не знаю, это как грамотно сказать, газуйте, сделайте то, что нужно, а потом не переживайте, что-то будет, я решу. То есть, как бы ни было, что бы ни было, ну, если, конечно, есть такие случаи, скажем, не наглевший за всем, который, скажем, не прав, который людей не знаем, на людей напал или А если совсем обнаглевший совершил если проступок? Если совсем обнаглевший, то они сами его наказали. То есть сами? Да, вот были даже такие случаи, чтобы такие, скажем, негодяев, которые что-то себе лишнее позволяли, не давали вот других структур, скажем, или специальные структуры, что с ними разбирались, нет, они их к себе взяли, и они сами его наказали и так далее, вот это и все. То есть они не приучали, чтобы кто-то другой дотрагивался до черкесского общества. Вот при вот этой страшной войне, в которой принимали участие разные империи, черкесы как чувствовали себя, в каком положении были? Вот на самом деле, вот как мне рассказывали, что там вот они по военному все шли и так далее, а там война, когда началась, ее сперва представили как революция против власти и так далее. Но это было все как-то организовано, потому что вот там есть такой факт, в 1960, 65 и так далее, в Палестине оказались, как не евреев, а эти, как их? Переселенцы? Сионисты? Сионисты, да. В Палестине? Да. Вот в 1965, где-то так, в такое время, в Палестине оказались сионисты. И они как-то, это было начало создания Израиля, в том числе они выслали, вернемся к этому моменту, я вам расскажу, второе выселение, или можно ее назвать даже второе махаджирство. Я из к чему Израиля? говорю? Да. Из Палестины? Да. И это именно с Черкес, с кавказская диаспора, которых там жили. А когда Израиль была создана, многих окружающих стран, скажем, Египет, Иордания, Саудовская Аравия пока нет, но я думаю, скоро, многих стран ее признали, от того, что она существует. Хоть и Палестина, они тоже арабы, они являются все братьями, но они как-то признали это государство, а один из стран, которые не признали существование Израиля, это Сирия. И, сирийское государство, и ливанское, и так далее. И стало как-то угрожать существование Израиля, потому что сирийская армия, она не слабая армия, но стала прям границей между Сирией и Израилем. К чему говорю, когда в Сирии революция началась против власти, против государства, это было организовано, потому что люди сперва выходили на улицу, митинг, собрались и так далее, но они с оружием выходили. Все эти оружия потом оказались американские, израильские, которые они передали определенным людям из народов, которых они поджигали, готовили это все к тому, чтобы в конце концов вышла такая страшная война. Потому что это все выходило в интерес израильского государства. Страшная война где? В Сирии? Да. Для них важно было и главное убрать власть Аль-Асада и привести новое государство, которое не будет такая угрожать существованию Израиля. И когда эта война началась в Сирии, к сожалению, не всех догоняли эти факты. Эти все позже стали людям известно и понятно.
И вот в нашем, вот, например, кавказское общество, оно началось с молодежи, потом к старшему дошло, чтобы некоторых стали на сторону революции, а некоторых стали, остались на сторону власти. Хоть мы как и там оказались, и как состояло сирийское арабское государство, независимое, сначала вот кавказцы с самого начала они там и находились, и они сами создали сирийскую армию. Вот было бы правильно, чтобы они одну позицию держались все вместе. Когда они уже стали разделены, даже это очень страшно звучит, но это произошло, что даже они начали против друг друга не то что проявлять агрессию, нет, гадость совершить даже. Чтобы можно было, вот если узнают, что какой-то черкесский офицер, он работает, он в армии служит и так далее. Тех черкесов, которые на другую сторону, они ему сдали и даже убивали, и их именах всех кавказских офицеров сдали, вот скажем, она сперва началась как революция, потом они создали свою армию, своих как-то оружейников. Их, себя они назвали Сирийская свободная армия. И многих не многих, но есть такое количество черкесов, которые на их сторону стали. И даже они в первую очередь против своей пошли. Раньше, если такой случай произошел, чтобы вы поняли, какая разница уже стала. Если были бы черкесы на эту сторону и на той сторону, то они с оба стороны продвигали свои черкесских интересов. И они, может быть, и хоть по факту находятся в разных фронтах, но они, когда увиделись, они увиделись так, как кавказцы. И вот к чему я говорю, в последнее время стало такое, что когда кавказцы собираются, каждый заходит со своим мышлением, политическое, скажем, или идеологию, или религию и так далее. То есть кавказское отошло? Отошло. Они уже при встрече, может, скажем, кто-то имеет какой-то позиции, который другую, вот этот, который у него своя позиция, он будет ненавидеть тот за то, что у него другая позиция. Но эти два позиции, они не кавказских, они местная политика, скажем, или арабская, или турецкая, иорданская, это везде одно и то же, это не то, что не только в Сирии. К чему это привело? Это все произошло из-за того, что они, вот это единство вот наше, когда вот мы ее сами разрушили там, и отошли от нее, наше положение стало очень-очень прям слабо. Мое мнение, на самом деле, нужно было всем держаться на одной позиции, чтобы не произошло такое, чтобы, как вам сказать, чтобы каждый начал как-то за себя думать или за свои выгоды и как-то отошли от своего единства, потому что, не скажем, война, местная ситуация, это все на нас повлияло так сильно. И все отошли от кавказской. И чему в итоге, чем это все завершилось? Завершилось в том, что вот, сейчас на сегодняшний день совет стариков нету. Хоть он может есть, но он так чисто праздников какие-то. Формальный. Формальный, да. А позиции кавказцев какие? Позиции даже слабо очень стало, даже такой вес в государстве. По всем фронтам или в каком-то определенном? Вот даже в армии или в государстве они такой вес уже имеют, как раньше имели. А по оппозиции они имеют вес? Никакой вес уже не имеют, к сожалению. Единственное, там знаете как, когда какой-то культурного концерт сделают в город или какой-то фестиваль, они зовут танцоры, чтобы они танцевали, чтобы представили кавказскую культуру и все. А раньше они такой вес имели, чтобы они могли повлиять на внутреннюю политику и на решения даже в государствах и даже на указов. Ты мне однажды сказал очень интересную вещь. Ты сказал, что есть определенная организация. Ты сказал, что у них какая-то методика посредством какого-то представителя кавказского народа, я сейчас не хочу его озвучивать, пробираться в диаспоры за рубежом и стравливать горцев между собой.
Ну, вот да, это известный такой. Так, если посмотреть на самом деле, вот, что вот общество, диаспора, которое живет, и местное, вот, ну, кавказцы, которые здесь на Кавказе живут, это не сильно так отличается. Это и одно и то же, и изменения, вот это, и то, и все. Это все, я думаю, из-за того, что вот кавказское вот у нас, вот это, ну, абхазское, адыгейское, чеченское, ну, это все одно чуть отличается, но суть один. Вот это не просто вот обычаи, не знаю, вот, традиции или застолья. Это на самом деле образ жизни, который по него вот жили наши предки, и нам поколения его подали. Вот если так взять, вот я как абхаз, я так скажу за это обычай, ну, абхазскую. Если так взять, это они поставили поведение и ограничения и подходы к каждому случаю в этой жизни. Как ходить, как кушать, как стоять, как здороваться, все, всему. Ну, это есть образ жизни. Для меня вот абхазскую, это есть вот вера, я так скажу. Даже вот, если вот, скажем, вот религию, да, если ты тонкости религии будешь соблюдать, но если ты не веришь, какого толка из этого? А вот у нас на сегодняшний день вот увидишь вот многих абхазов, которые вот по-абхазскому где-то что-то делают, скажем, когда гостей принимают и так далее. Ну, образно, как же вот, ну, далеко не похожи на абхазец по его поведению, по его, скажем, не то что вот поведение с людьми, по отношению даже к себе в первом очереди. Вот если ты соблюдаешь вот это все, ну, ты в нем не веришь, ты вот сам в себя даже, вот если абхазец считаешь, это не то, что вот ты живешь в Абхазии, или родился в Абхазии, или имеешь абхазское происхождение, или даже носишь абхазскую фамилию. Это как ты себя ведешь, не то, что с окружением, даже с людьми. К себе, это, знаете, как это огромное уважение к себе в первом очереди, когда ты себя уважаешь, и такое нормальное, скажем, то есть ниже себя нигде не представишь, не позволяешь и так далее. И вот, вот когда ты с людьми, по отношению к людьми себя представляешь как абхазец, ну, делаешь, скажем, другие вещи или другие дела, касаемо вот свою родину, свою нацию, не по-абхазски, это получается лицемерие. Это тоже тот, скажем, в какой-то религию, ну, он участвует там, принимает, ну, сам себе, скажем, представляет мусульманин или христианин, соблюдает все тонкости этой религии, но он сам не верит в существование Бога. Это есть лицемерие. И вот что вот в диаспора на самом деле, как это лицемерие оказалось, то есть он себе представляет как такой кавказец, такая фамилия и так далее, ну, по поступке и по действию. Он по поступке и по действию, он далеко не по-кавказски поступает, потому что он не завершил, и не то что вот, ну, плохого он завершил даже своими в первом очереди, когда уже свои личные выгоды начал продвигать и так далее. И вот этот сильно повлияется и много вот чего плохого сталкивает вот со собой в нашем обществе. Почему? Потому что вот у нас стали разных позиций, разных лагерях, скажем так. И вот с этих всех лагерях, это я не скажу здесь у нас в Абхазии, вот в диаспорах, разных организациях, разных ассоциациях и разных фондов и так далее. Но многих из этих фондов, там, скажем, кто руководит этой организацией, он кавказец, да. Интересов и даже план работы и всех их интересов, они их представляют, что кавказских, но они не кавказских, и это не его, вот, как вам сказать, решение. Это не его вот, позиция даже личная. Ему диктует, влияет на них. Вот среди диаспора вот сейчас есть разных фондов, разных организациях и так далее, ассоциациях. Вот до этого, вот я помню, даже я это время достал, что вот в моем детстве была одна кавказская ассоциация. Она благотворительная, вот так была оформлена, но в нем только вид благотворительный. Там в совещаниях разных они делали, приезжали из других стран, вот кавказских туда, скажем, именно вот в Сирию. Они собирались, многих моментов решали. Даже вот местная власть обратился к этой ассоциации, и вот она одна была. А потом, когда уже оказались в разных других ассоциациях, тоже кавказских,
и фондов, и организациях и так далее. Там очень такая мутная и некрасивая картина получилась, потому что уже чувствуется, что-то не свой там двигается. Хоть и все участников там, ну, якобы кавказских, но их направляют далеко не кавказских людей, и с разных стран даже. И можно сказать, тут не третье лицо, даже не пятое, даже и 10. Дело в том, что вот люди, когда диктуют этим управляющих кавказских фронтов, они их диктуют и направляют не ради вот кавказских интересов, нет, ради своих интересов. Вот где я рассказал, где была одна ассоциация черкесская, создали вот эти разных фондов и так далее. Вот когда уже создали вот этих нескольких организациях, ассоциациях кавказских, тут уже не то, что вот сдало даже мнение разделено, не общее, даже начали они как-то конфликты создавать между собой. И это все из-за того, что вот эти других организациях и фронтов, их направляют не кавказцев, к сожалению, и им диктуют, что нужно и как нужно делать для того, чтобы было истребование кавказских народов, не то что в диаспорах, даже здесь на Кавказе, кавказских местных, которые здесь и на Кавказе живут. Потому что этих организациях не занимаются только делом с диаспорой, нет. Они и питаются как-то вот сюда на Кавказе влезет, и здесь на Кавказе что-то вот свое мнение, не то что мнение, появлять что-то здесь на Кавказе. Влиять здесь на Кавказе, но их направляют в разных стран, других стран, например, в том числе, можно сказать, и вот смотрите, какая картина, там все очень смешано. Это одна из организаций. Там израильцы диктуют им, грузины им диктуют, украинцы даже им диктуют, Швеция, Швейцария, Германия, разных стран. И вот у них есть даже и доходы с этих стран, для того, чтобы они как-то то, что обеспечивали эту организацию, нет, чтобы продвигать интересы этой организации, она с понтом так ее представляют, как кавказская, а сюда они направляют весь этих народов Кавказа не в ту сторону. Для чего им, на твой взгляд, нужно? Вот мой взгляд вот нужно для того, чтобы я вот когда этого рассказал, что вот кавказцы, где бы он ни находился, не давал чужого, лезет в наше вот внутреннее, или наше братское отношение, или наши внутренние случаи и ситуации. И вот даже у нас был такой, вот любой вот кавказец, и вот там ты где-то его увидишь, хоть пускай он будет неправ, ты рядом с ним должен стать. А вот на сегодняшний день, вот эти кавказцы, которые их используют третьи лица, им не жаль и не жалко будет подвинуть все свою нацию не ту сторону, и к яму даже. И как вам сказать, не жаль и не стыдно такого сделать, потому что вот, не знаю, вот сам не кавказец стал, и можно его не называть кавказским, потому что я где увижу опасности на мои братья, на мою нацию, никогда на нее не пойду и не позволю. А они вот понимают, видят то, что вот этот, скажем, Авраам или кто-то третий, четвертый, пятый, то, что им диктует, они нас как-то двигают для того, чтобы у нас, как вам сказать, не то что беспредел или беспорядок, нам двинут к тому, чтобы была у нас, вот, например, услышали открытый второй фронт. Они питались через эту организацию, чтобы подкинуть кабардинцы, черкесцы и адыги, чтобы они уже начали как-то конфликты сделать на Кавказе. Но это все, знаете, вот в чей интерес этого входит? Это выходит в интерес Грузии в первую очередь. И почему? Потому что вот если на Северный Кавказе будет беспорядок, будет, не знаю, любая такая, не дай бог, тяжелая ситуация, то Грузию себя вот как-то будет отталкивать от Россию немного. И она слегка может как-то не то что зайти в Абхазию или Южную Осетию, она даже может добраться до Кавказа. И вот один из этих черкесских организаций, вот их не то что центральный офис находится в Грузии, их главные спонсоры находятся в Америке, даже они доходят, у них вот этот
деньги, доходы, помощь и так далее. Разных конференций они делают в Грузию, там и собираются с каждого года и пытаются разделить. Вот сейчас выходит в интерес этих организаций, например, разделить вот абхазов именно от адыгов и сделать нас, не то, вот у нас это, некоторые говорят, мы братский народ. Я этого не считаю, мы не братский народ, мы един народ. И даже если такое говорят, что одна душа разделена на двух тел, нет, мы одна душа и одно тело. Абхазы, адыги, и в том числе я считаю чеченцы тоже и других народов Кавказа. Вот. А вот интересно, один из этих организаций вот разделит адыгов от абхазов. Почему? Потому что вот, что бы ни произошло с адыгами, абхазы всегда рядом станут. И что бы ни произошло с абхазами, адыги всегда станут. И вот в нашем вот война 92-93, не то что вот Грузия это увидела, весь мир этого увидел. И вот стало вот как-то интересно разделить нас для того, чтобы сделать нас слабее. И, к сожалению, вот этих организациях направляют и адыги, и черкесы, и абхазы даже. И он видит, как разделяются один народ, одна нация абхазо-адыгской, как он разделяется, и он в этом действует. И помогает и делает так, чтобы эти братья стали разделены. Чтобы отделить, сделать так, чтобы абхазы стали отдельно, чтобы не выходило в интересах абхазов никакой адыгейский, вот, знаешь, как сказать, интересы или случаи, вот, даже до того, что до такой степени, если в Абхазии, не дай бог, что-то произойдет, чтобы это не влияло никак на адыгов, как тогда, чтобы они не пришли сюда на помощь. Даже не то, что вот на помощь. Я не знаю, вот мое мнение, вот я считаю, что вот любой адык и любой вот кавказец имеет право приехать сюда в Абхазию и жить в Абхазию, и даже получить абхазское гражданство. Я так считаю, это нужно. И потому что это есть их земля. Если она не была бы их земля, они сюда на помощь не пришли с второго дня, как война началась, пешком шли через гор. Ну вот в нашей стороне, вот от того, что какие-то, не то что вот рамки или ограничения, не так легко для адыгов получить абхазское гражданство или жить здесь в Абхазию, можно их называть даже наши враги, над этим тоже играют. Вот, например, говорят, такой, вы адыги приехали сюда помогать абхазам, и вот видите, как абхазы к вам относятся. И вы гражданство не можете получить, жить в Абхазию вы не можете и так далее. Ну, они над этим играют. Тех людей, которые вот приехали сюда воевать и помогать абхазам, они все, насколько я знаю, что они получили абхазское гражданство. Каждый год они приезжают сюда, вот отмечают вместе с нами День Победы и так далее. Но это для тех людей, которые воевали уже. Наше внимание и наше отношение не должно быть только к ним, а не к всех адыгов и к всему черкесского народа. Потому что они есть наши братья, и это их дом. Вот, например, вот мой дом, да, и у меня вот есть брат. Если он ко мне будет приехать, я ему не скажу, что ты приезжаешь, можешь на определенное время у меня побить, и ты не можешь тут на постоянно у меня жить. Как можно такого сказать? Вот у нас нужно укреплять в первом очереди отношения вот к нашим братьям Северного Кавказа. Мы вот как народ, мы как люди, вот я лично и многие другие вот абхазы, они как нужно относятся к этому. Вот, и даже вот где-то в России, может, в разных городах где-то увидишь кто-то с нашими братьями, вот черкес, чеченец и так далее, так сразу вот подходим друг к другу, знакомимся, общаемся так плотно, как вам сказать, общаемся, здороваемся и так далее. Свой увидишь. А вот нам нужно это укреплять со стороны, я считаю, вот нашего вот государства. Это, к сожалению, не так укреплено. Это большая ошибка, потому что мы удаем нашим враги возможности, чтобы они этого воспользовались. Это очень опасно, и к этому нужно серьезно подходить, я считаю. Что ты пожелаешь нашим зрителям, своим братьям, кавказцам? Пожелать, конечно, только самого лучшего, самого хорошего. Но я считаю, что для того, чтобы мы остались, чтобы мы сохранились, нужно вот серьезно относиться вот к нашему вот абхазскую, к нашей культуре, к нашей вот обычаю, к нашей традиции. Не просто вот как гостей принимать или застолье сесть, нет, быть абхазом в первую очередь.
Вот даже вот абхазец, вот Хацо, Апсуа Хацо, вот, где бы он ни находился, где бы ни попал, он будет достойно себя вести. И будет достоин свою работу. Если он даже пусть будет на структуру, даже если пусть будет, не знаю, вот там на улицу, где бы он ни был. И вот когда мы уже, я это в своих глазах видел в диаспорах, когда они уже отошли от кавказскую, какая беда произошла, для меня это страшнее было, чем махаджирство на самом деле. Потому что когда махаджирство произошло, мы все прошли через одной бедой. То есть мы все хоть были высланы с этой земли, но мы вместе отсюда выходили, и вместе там жили, и города построили. А вот мы когда уже от свое отошли, и каждый стал за себя только думать, и за свои лишние выгоды, мы уже друг другу чуть ли убивать не начали. Это страшнее, чем махаджирство для меня, потому что это удает даже чужие люди, третье лица влезет в наш дом, в наше братское отношение. Ну, все понимают и знают, единство это сила. Но это никто не делает, к сожалению. Если кто делает, ну, и нас очень мало осталось. И для тех людей, которые держатся и в такой же принципе остались вот кавказскую, ничего мы не можем делать, кроме держаться, вот остаться такими. Хоть пусть будет нас мало, всегда вот правильные люди, их мало было, я думаю, их мало будет. Поэтому я желаю, чтобы таких людей побольше стало, и тех людей, которые в этом принципе живут, чтобы они держались, продолжались, чтобы вся эта жизнь, то, что происходит в этом мире, чтобы на них не повлиялось, и чтобы они всегда кавказцами остались, абхазами остались, и черкесами остались. Тарцей табу. Исхата Бузи.